Приветствую вас, друзья! Добро пожаловать на YouTube-канал в раздел Music Tips. Меня зовут Юрий Медяник, и я дирижер, скрипач, баянист и бандоneонист. Сегодня ко мне в студию заглянул замечательный контрабасист, композитор и, как я узнал совсем недавно, актер, который недавно снялся в фильме с очень интересным названием «Розовое или колокольчик», где он и исполнял роль драматического актера, и играл на контрабасе. А сегодня он исполнит нам на контрабасе что-то эдакое и очень-очень интересное. Сегодня у меня в гостях Александр Муравьев. Саша, привет! Привет! Сегодня мы поговорим о такой теме, как тэппинг и разгиадо на контрабасе. Саша, тебе есть что сказать? Начнем с тэппинга. Конечно. Тэппинг – это двуручная игра на инструменте, когда две руки играют непосредственно на глифе. Я всегда думал, что тэппинг – это только на бас-гитаре можно или только на электрогитаре. Возможно, у меня, например, в поэме «Симфоническая сказка» используется этот прием, но многие контрабасисты говорят, что это невозможно на их инструментах. Ну, я брал их инструменты, это все возможно. Просто надо понять принцип этой технологии. Но ведь здесь нужно иметь достаточно сильную левую руку, потому что тэппинг, я так понимаю, что это еще и техника некого пицциката левой руки. Да, это все заимствовано из гитарной техники. Хаммер и пулов. Когда ты делаешь пулов, это нужно делать с очень большой силой, верно? Для того, чтобы все это прозвучало. Да, определенную силу надо применить. Также и с хаммером, чтобы нота была вторая слышна. Что еще? Добавляем правую руку. Второй палец помогает указательному, чтобы был сильнее удар. Очень интересно. А что еще? Что о правой руке? Правая рука – это тэп, постукивать. Указательному пальцу помогает второй палец. Для усиления? Для усиления удара. Чтобы здесь струна не звучала, тут могут появиться призвуки, я приглушаю левой рукой. И используем попеременно одну, вторую, третью техники. Хаммер-он, пулов и тэппинг. Потрясающе. А ты можешь еще раз сыграть медленнее, для того, чтобы все наши зрители увидели крупный план? А что касается разгиадо? Разгиадо – это такой технический прием, да, в испанской гитаре, который я, как обычно, позаимствовал у гитаристов. Да? Саша, но ведь ты по своей традиции добавил сюда еще одну линию. Здесь это ритмическая основа, бас и ударные инструменты, перкуссия. Потрясающе. То есть у нас никогда с тобой не получается две линии, ты всегда добавляешь еще третью, перкуссию. Ну, также интересно, чтобы звучал полноценный ансамбль. Конечно. То есть ты заимствовал это от гитаристов. Безусловно, в музыке фламенко, в испанской музыке это очень частый прием. Но ведь здесь очень сложно, потому что фактически для того, чтобы выделить две линии, тебе приходится разгиадо играть только по 3 струнам. Верно? Нет, по 2. Даже по 2? Кстати, скажи, а вот этот пример, это какая-то часть произведения? Да, это из моей сюиты 3 пьесы для контрабаса соло. Это из пьесы «Жара». А что еще можно заимствовать? Можно и аккорды, можно еще тремолирующие. Да, как у гитаристов. Можно аккордами. Можно много. Здорово. А скажи, пожалуйста, вот тогда, когда ты имитируешь гитарную аккордовую технику, я заметил, что у тебя 5-й и 4-й палец, они практически всегда вместе. Они еще могут глушить струны, которые не должны звучать в этот момент? Или это просто особенность постановки? Они мне просто при исполнении не нужны.
И я их... 3 пальцами ты их исполняешь? Я их специально научил себя их держать здесь, чтобы они не мешали. Это также хорошо, когда я играю на бас-гитаре с лэпом. А положение твоей правой руки, насколько оно должно быть близко к концу грифа или это должно быть ближе к серединке грифа? Чем ближе к подставке, тем больше высоких частот. А это огромное преимущество в сольной игре. То есть получается, что чем ближе к подставке, тем яснее и ярче можно выделить верхний голос. Разумеется. Чтобы сыграть на контрабасе сольный, обязательно надо доставать из него максимум высоких частот. Тем самым приближая правую руку к подставке. Здорово. Сегодня мы узнали о том, что тэппинг и разгиадо, абсолютно гитарные приемы, возможно применить при игре на контрабасе. И помог нам в этом сегодня Александр Муравьев. Чтобы не пропустить самое интересное, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, конечно же. И мы увидимся с вами ровно через неделю. С вами Юрий Медяник. Удачи!